В небольшом городке на севере, окруженном соснами и тихими озерами, Илья пришел на кладбище. Сегодня исполнялось 10 лет со дня смерти его отца. Ветер раскачивал ветви деревьев, а небо затянуло серыми облаками. В руках Илья держал букет. Любимые цветы отца. Он долго стоял у могилы, молча, чувствуя, как тяжесть воспоминаний наполняет сердце. Перед глазами всплывали картинки детства. Рыбалка на озере, запах свежего хлеба, смех отца. Время шло, но боль утраты не становилась легче. И вдруг взгляд Ильи остановился на небольшом силуэте у подножия памятника. Там лежала кошка, белая, с выразительными глазами. Илья замер. Сердце его пропустило удар. Это же Лиса, его кошка, которая пропала 10 лет назад, не поверил своим глазам. Осторожно подошел ближе, не веря в реальность происходящего. Кошка подняла голову, посмотрела прямо на него и тихо мяукнула. Илья почувствовал, как по коже пробежали мурашки. «Лиса», — прошептал он. Кошка встала, подошла и терлась о его ноги, мурлыча так же, как в детстве. В глазах Ильи заблестели слезы. Он опустился на колени, гладил ее, боясь, что это всего лишь наваждение, которое исчезнет в любой момент. Как же она выжила все эти годы? Где была? Вопросы роились в голове, не находя ответов. Илья забрал Лису домой и решил узнать правду. Он стал расспрашивать соседей и людей из окрестностей кладбища. Оказалось, что многие видели эту кошку. Кто-то говорил, что Лиса приходила к ним, когда в семье случалась беда, или кто-то тяжело болел. Она садилась у порога и не уходила, пока человеку не становилось легче. Одна женщина рассказала, что кошка появилась у нее в тот день, когда умер ее муж, и всю ночь не отходила от нее. Другой мужчина говорил, что Лиса грелась у костра, когда он остался один после пожара, и ее присутствие будто помогло ему не сойти с ума. Илья собрал все эти истории, как кусочки пазла. Тогда Илья понял. Это не просто кошка. Лиса — нечто большее. Она появляется там, где людям нужна поддержка, где сердце требует утешения. С тех пор Лиса жила у Ильи. Он заботился о ней, как о самом дорогом существе на свете. Иногда по вечерам она уходила куда-то одна и возвращалась только на рассвете, усталая, но спокойная. Илья уже не спрашивал, куда она ходит. В глубине души он чувствовал, она несет добро тем, кто сейчас в беде. Со временем история о Лисе и Илье разошлась по всему городу. Люди стали приходить на кладбище к могиле отца Ильи, где впервые появилась эта удивительная кошка. Одни приносили цветы, другие просто сидели в тишине, надеясь увидеть Лису и ощутить частичку того тепла, которое она несла. Эта история стала напоминанием всем, что любовь и вера способны пережить даже смерть. И что иногда через боль утраты к нам возвращается нечто удивительное. Знак того, что мы не одни. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.